Ой-ой-ой, ой, Егор показал цветные трусы свои. Ужасно. По-моему, надо же все-таки что-то сделать. Давайте член сломаем. Я сбежала через 30 секунд после того, как секс кончился. Как хорошо, что в твоей жизни хоть в чем-то есть постоянство. Усики, пропуск в трусике. Ужасно. Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 25, я интерсекциональная феминистка, подкастерка из Лишбоа. А меня зовут Егор Егоров, мне уже 38 лет. Уху! Я психолог, я мужик, я лысый, и я тоже из Лиссабона, знаете ли. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Ну, не то, чтобы мы очень спорили и не пытались уже давным-давно разобраться, чья правда, но мы очень рады вас слышать, точнее, вы нас слышите, мы вас не слышим, но вот это все anyway, как говорится. Вы услышали, как Кристина красиво по-португальски Криштина, шепелявит? попрошу. Криштина шепелявит. Мы давно не выходили с вами на связь, ребята, но думали о вас и о нашем общем любимом подкасте. Да, все так. О чем мы сегодня хотим поговорить, Егор, в нашем общем любимом подкасте? Мы, наконец-то, хотим поговорить про этически неоднозначную тему. Ура, наконец-то! И вот сегодня мы хотели бы поговорить на тему внешности. Конечно же, в очередной раз, потому что тема буквально нескончаемая. Я думаю, что наши дети и внуки еще будут на нее разговаривать, если, конечно, они у нас будут. В общем, мы будем сегодня обсуждать предпочтения, тренды и стереотипы на этот счет. А партнер этого выпуска – корейская компания Dorka, которая уже более 65 лет производит бритвенную продукцию, позволяющую достигать максимального комфорта и полного контроля над процессом бритья. Dorka стремится помочь каждому сохранить свой повседневный стиль с помощью инновационной технологии. Люблю Корею, люблю комфорт. И сегодня в прямом эфире, ребята, мы впервые в жизни будем друг друга брить. Да, такого у нас дома еще не было. Я, конечно, ребята, надеюсь только на компанию Dorka по той причине, что Кристининым кривым ручкам я не очень доверяю, поэтому ставки высоки. Скрестим пальцы и подождем. А пока начнем немножечко обсуждать. Егор, какие у тебя предпочтения по поводу внешности? Поделись, пожалуйста. В эту ситуацию ты меня не затащишь. Давай ты сначала делись. В смысле? Теперь вот в связи с тем, что у нас спонсор этого выпуска, корейская компания Dorka, которая производит бритвенные всякие станки, принадлежности и прочие вещи, будет выглядеть, как будто это все заготовленная джинса. А на самом деле, ребята, мне правда нравится, когда все, знаете ли, гладенько. И у меня, и у других. Я в этом смысле такой, знаете, патриархально-классический русский мужик. Поэтому ребята, конечно, знали, к кому прийти. А вот Кристина, насколько я знаю, мы, может быть, помните, когда-то у нас был такой выпуск «Квартирник», на котором мы тогда даже с Кристиной как-то так в компании друзей немножечко так попинали друг друга на эту тему. У Кристины ровно противоположная позиция, если мы говорим про волосы, например, на теле. Ну смотри, давай волосы волосами, но вообще какие у тебя помимо волос есть предпочтения по поводу внешности? Мы, знаешь, мы же с тобой много про это говорили. Вот, например, любимая твоя фишка про рост. Тебе нужно, чтобы обязательно у тебя мужик, значит, был с высоким ростом. Я всегда говорил, я не понимаю, в чем прикол уже, вот что за у вас, женщина, за такая история, что вам нужно обязательно, вот чтобы вот высокий был. Большинству, по крайней мере, мне так кажется. И мне всегда казалось, что мне на это вообще совершенно наплевать, какого роста девочки, мальчики, не знаю, кто угодно. Все равно. Казалось мне. А потом, в разговоре с тобой однажды, я понял, что, в целом, я, конечно, себя комфортнее чувствую, когда выше я. Ну, или хотя бы наравне. У меня нет какой-то большой разницы, чтобы прям... то есть для меня это не проблема, если мы будем равного роста. Но, как выясняется, если, конечно, я буду помельче смотреться, то это, видимо, будет какие-то, знаешь, остаточки мужских вот этих, как сказать, комплексов, в целом которых у меня, как мне кажется, таких глобальных нет. Но чуть психологически комфортнее быть как-то вот крупнее. Давай сейчас пройдемся по всем категориям основным. Окей. Рост. Ты хочешь, чтобы партнер был такой же или пониже? Я хочу, чтобы... Но мне это не критично, опять же. Это не критично. У тебя были партнеры, которые выше тебя? Да, даже значительно. Но я говорю комфортнее. Для меня это не та вещь, которая, знаешь, на которую я буду обращать внимание настолько, что это будет какой-то дисквалифицирующий фактор. Хорошо. Что насчет веса, телосложения? У меня разные всякие были, но подчиняясь вот этому принципу, который я уже сказал про рост, лучше, чтобы как я или чуть меньше. Вот тогда вообще топчик. Супер. Но у меня были и другие, совершенно прямо противоположные ситуации. Знаешь, чем дальше мы идем, тем мне кажется, что мы с тобой идеально покрываем вообще всех людей. Ты такой от 180 и ниже, я от 180 и выше. Да? Да, ты такой типа до 80 килограмм, я такая от 80 килограмм. Практически санитары леса. Нормально, супер.
Ты такой без волос на теле. Я и сам без волос на теле, и мне нравится, когда и другие все без волос на теле. Ну вот сейчас у Егора, в начале этого выпуска у Егора есть какое-то количество волос на теле? А я специально, знаете, это подкопил. Но к концу выпуска, я вам обещаю, Егор будет сверкать, как шар для боулинга. Давеча я что-то, знаешь, мы с тобой, когда сюда приехали, было немножечко не до чего, ну так мягко скажем. И я заметил, что я, знаешь, так полностью забил на какие-то такие, ну мы не говорим гигиенические процедуры, а скорее вот на такие, знаешь, что-то, что связано с тем, что нужно себя держать в каком-то, знаешь, там бриться, что-то вот такое. И если лицо там уже, когда я совсем-совсем зарастал, я что-то там подбривал, то, извините за подробности, волосы на теле, как бы, у меня уже вообще руки как-то не доходили. И в определенный момент, извините, пошел-ка я в душ, посмотрел, значит, как я там зарос, и подумал, ой, по-моему, надо все-таки что-то сделать, потому что скоро этот лес уже будет непрорубаем. Я вчера сходила на первое свидание за очень долгое время. Я понимаю про бьюти-процедуры, я подходила к ним стратегически экономно. Вот все, что в заметных, видных местах, я типа делала регулярно, а все, что в скрытых местах, пропускала через одну процедурочку. Так. Вот. Так что I feel you. Но это было скорее из соображений, не то что даже экономии, а из соображений просто времени. Раз это все равно никто не видит, кроме меня, а вот она даже ну, если как бы кто-то для кого видит, стараться да. вообще? А стараться, видимо, для себя надо. Для себя, конечно, надо стараться. Есть только нюансы, мне кажется, вот про старание для себя. Что человек понимает под старанием для себя? Потому что насколько наша социум, воспитание, образ жизни, какая-то окружающая повестка, насколько это впитывается, и это становится, что вот там, где это мы, а где это, ну, скажем, внушенные какие-то вещи, которые мы вынуждены или обязаны делать. Что же для себя? Define. Ну да, ну вот, например, если бы нас бы никто не видел вообще, да, то есть мы жили бы на необитаемом острове, не знаю, удаляла бы я волосы, например, с зоны бикини. Может быть, даже и удаляла, но не из большой логики, а из-за того, что все равно картинки живы, и какие-то бьюти-процедуры, даже если они не имеют отношения к гигиене, они типа ассоциируются, вот я типа ухоженная, а вот так вот я не ухоженная. Из хорошего ли это места — вопрос. Но мне кажется, что, если честно, не нужно себя корить слишком сильно, если нам кажется, все эти бьюти-процедуры, если мы их все равно делаем, да, или если нам без них кажется, что типа все выглядит не очень, потому что это, мне кажется, не совсем наша вина. Но если мы росли на, как бы на идеальной коже, отсутствии волос, ресницах, идеальных бровях во всей рекламе, наружке в журналах, в телевизоре, в сериалах, то как мы можем в себе это так легко принимать? Действительно, это уже так стало частью нашей личности, что для меня это просто, знаешь, ну, то есть вот, если я побрит, я себя чувствую, знаешь, вот я, ну, чистенький. Вот все хорошо, как-то вот так должно быть. Благо, это не доставляет особых каких-то проблем. Ну, то есть, я себя не заставляю. Мне это нравится, мне это в кайф. И второй момент, что это технически несложно. Сегодня проверим. Ты мне все покажешь. Я боюсь этого, если честно. Вот как бы это, конечно, ребят, все очень весело, но как бы я не очень люблю давать посторонним людям брить себе голову. Дорогие мои Дорка, вот только на вас еще раз надежда, понимаете? Как бы вот эту женщину я знаю, я с ней живу. Да, у женщины рука дрогнет. Рука что-то дрогнет. Ну ладно, проехали. Про рост понятно. Я люблю от 180, ты до 180. Телосложение я люблю мужиков покрупнее, ты помельче. Мужиков люблю, поменьше. Так, давайте, ну да, чего уж, в Европу-то переехал, давай уже мужиков любить. Да. Есть ли предпочтения у тебя еще какие-то? Очень хочется, чтобы... Это не то, чтобы хочется. Вот это, кстати, прям критически необходимо. Чтобы человек был ухоженный. Это, конечно, максимально расплывчатая формулировка, и каждый под ней понимает свое. То есть, например, за дырявые носки мне хочется, конечно, как-то убежать. Если я бы такой, не дай бог, увидел, то это прям типа что? А мы все помним, что я терпеть не могу цветные трусы. Цветные трусы Кристиан ненавидит. Просто, я просто... Ой, Егор показал цветные трусы свои. Ужасно. Ребят, черно-синие трусы. Очень цветные, пипец. Надо, кстати, за трусами сходить, у меня минус пара. Подожди, еще поговорим про это. Это, кстати, единственные у меня здесь трусы, которые не черные или не темно-синие. Спасибо, что ты подумал обо мне, когда переезжал. В целом, я не думал, когда переезжал. Что было чистенько, ты схватил. Мне важно, как партнер одевается. Мне важно, чтобы партнер классно одевался. Это не должно быть что-то экстраординарное. Что такое классно? Ну, типа, это вот в моем вкусе. Мне, не знаю, мне нравятся вот эти вот самые типические луки из Юникло или Муджи. Рубашечка, очечки, брючки, кроссовочки. Ну, то есть мне нравится, когда чуваки прям супер модно одеты, но это как бы мне пофиг. Но вот мне хочется такой, типа... Минимальный пакет. Минимальный пакет. Понимаю.
Но в целом, да, давай так скажем, хорошо, когда это адекватно повестке. С другой стороны, слушай, а бывали чуваки, которые у тебя приходили, чрезмерно, переодетые? Нет, переодетых у меня нет, они все мне абсолютно одинаково выглядят. И одеваются, и на внешность они абсолютно одинаковые. Поэтому... Господи, может, тебе уже какого-то робота надо, знаешь? Согласись, ты же видел большинство из них, да. Там как бы это просто такой вот вариация на одного человека, мне очень нравится. Я когда вижу вот это... Кристин, как хорошо, что в твоей жизни хоть в чем-то есть постоянство. Слава богу. Я наверное, не смогла бы встречаться с человеком с некрасивым носом. Что такое некрасивый нос? Бывает красивый, у тебя красивый нос, а бывают некрасивые носы. Ты какой, кривой? Да нет, не кривой, а какой-то такой, знаешь, типа... некрасивый. Мне нравятся такие выразительные, хорошие носы. По поводу растительности... А тебе нравятся под носом эти усики? Ой, усики, кстати, я люблю. Подожди, а если бороды нету, а есть только усики? Усики пропуск в трусики. Ребят, мне кажется, что... Сейчас я крамольную вещь скажу. Короче, усы без бороды надо законодательно запретить во всем мире. Это ужасно. Это просто, это невыносимо. Усики, они должны быть густые. Это должно быть не такое, как бы, это, блядь, должно быть... Нет. Такие должны быть густые, черные, плотные усы. Как знаешь, у этого самого... Какой-то был то ли сыщик, то ли что-то такое, такой дядька с усами, знаешь, короче, в сериале каком-то. Мне не нравится, когда они свисают усы, но мне нравится, когда они такие аккуратные, такие, типа... Господи, такие... А вот эти, знаешь, мерзкие, тоненькие вот эти усички сейчас такие... Вот, мне нравится. Прямо жарко стало в кладовке. Блин, нет, усики пропуск в трусики. Не, только разве что в твои. Усики класс, нос важно хороший. На уши плюс-минус пофиг. Кристина смотрит на меня, чтобы вы понимали, и описывает. Мне нравится... Руки очень. Руки большие. Да, мои руки тебе не нравятся. Да, мне нравятся большие руки накачанные, и пальцы важно, чтобы были красивые. А вот, например, сикспэк, это, конечно, всегда хорошо, но вообще можно и без него. Мне нравится, когда есть какой-то такой маленький уютный животик даже. Кристиночка, вот скажи, смотри, вот если внешность такая средненькая, то что должно сделать мужчину для тебя привлекательным, если не внешность? Если внешность, такая, проходит. Смотри, здесь просто важный... Вот у меня есть типаж, то есть сам человек может быть средненький внешности, но если это при этом как бы в моем типаже, то это может пройти. А может быть даже красивый чувак, но объективно красивый, но просто не в моем вкусе, и тогда это вообще не работает. А если красивый, но бедный? Было и такое, я готова. А если богатый, но не очень? Здесь зависит, насколько он смешной. И насколько богатый. А если богатый, но не очень и не смешной? Пофиг, о чем мне с этого? А может, он тебя любить сильно будет? Забрасывать тебя, так сказать, лимузинами? Боже, повтори вопрос через 3 месяца, когда у меня накопление закончится. Я поняла, что у меня сейчас мне надоели инструкторы по серфингу бесконечные, 26-летние, и я такая Кристина жалоба. Потрясающим прессом и бесконечным либидо, Кошмар. Блин, ребят, такие проблемы, конечно, у Кристины. Поэтому... Кошмар. Да, поэтому я обратила внимание на мужчин за 40 теперь уже все. Попа важна. Грудь. Знаешь, хорошо, когда попа есть. Согласна. Без нее как-то вообще проблема. Согласна. Да и вообще без всего остального тоже не очень. Надо, чтобы все было. Но если нет, это важно. Как показывает моя, так сказать, практика, я влюблюсь нефиг делать. Это все, как выясняется, не так важно. Тебе важно, как партнер одевается? Давай так, хорошо, если одевается. Это уже плюс. Как мы с тобой сказали, чтобы, в целом было в повестке, мне не так критически важно, чтобы это было, наверное, как-то супер модно, но это не должно быть значительно хуже, чем у меня. А как ты оцениваешь, что лучше, что хуже, чем у тебя? Слушай, я не знаю, как тебе это объяснить. Это какое-то внутреннее чувство. Я не могу сказать, что я какой-то супер модный прям чувак. Ты сейчас должен сказать: нет, Егор, что ты, ля-ля-ля. Как ты определяешь, кто моднее тебя, а кто не моднее тебя? По какому-то внутреннему чувству. По внутреннему ощущению этого, знаешь, как сказать... Не знаю, вкус, может, у меня все-таки есть, я надеюсь. Интересно, есть люди, которые говорят, что у них нет вкуса? Хороший вопрос. Такие, знаешь, не заигрывающие, а честно. По чесноку, да? Я знаю, что у меня нет вкуса. Не, знаешь, есть вещи, которые мне нравятся, хотя я понимаю, что это сейчас, может быть, не супер топчик, да? То есть есть какие-то тренды, которые мне прям окей, но я бы такой не надел бы. Поэтому, мне кажется, здесь скорее вопрос синхронизации с каким-то твоим чувством вкуса, и если это немножечко чуть более, не знаю, ярко или чуть менее ярко, то это вполне окей. И если это сильно отличается, то начинается проблема. Егор, а что тебе нравится в твоей внешности? А что не нравится? Я стараюсь не дробить себя на какие-то части. Потому что когда-то это было, и вообще я по своей работе, опять же, замечаю с клиентами, дробление себя на части, такие логические, когда ты смотришь на себя и думаешь:
ой, что-то вот нос не очень, там рот не очень, там то-то это. Это те вещи, которые нередко могут делать проблему. Поэтому, если мы только в специальных целях иногда даем специальные задания, чтобы человек себя, так сказать, вот визуально на эти части разбивал там и определенным образом оценивал, но сейчас не об этом речь. Ну, короче говоря, мне в целом кажется, что я ок, мне нормально сейчас. Более того, мне кажется, я сейчас стал менее придирчивым к самому себе, что на самом деле очень, как сказать, душеспасительно для меня, на меня влияет. Возможно, не время сейчас этим как-то озаботиться. Возможно, что-то на самом деле правда поменялось. Но в целом я себе нравлюсь. Слушай, как хорошо вообще. Столько лет не было ощущения, что ты ок. Ну, то есть какие-то вещи, которые, ну, знаешь, типа ты всегда подходишь к зеркалу и думаешь, ну, вот здесь можно было бы чуть-чуть там получше. Но это не заставляет тебя, не знаю, там, фукать на себя или как-то переживать о том, как это скрыть одеждой там, или еще что-то. Я такой, ну, типа, мне нормуль. Конечно, мне кажется, что если бы у меня, например, теоретически были бы волосы, то я бы выглядел моложе. Но я вполне себе нравлюсь лысым, многим нравлюсь лысым, мне типа вообще норм с этим. Но я помню, как это было, когда я переживал, и когда мне прям было очень тяжело это принять, что я там делал. Ну, в общем, короче говоря, делал разные всякие, не знаю, процедуры, что угодно. На операцию в результате я так и не пошел. Кстати, 2 вопроса. Во-первых, что тебе нравится в себе? Во-вторых, были ли хоть когда-нибудь у тебя мысли на тему того, чтобы что-нибудь доисправить? Давай начну, что нравится. Короче, я в целом себе нравлюсь. У меня есть, наверное, несколько загонов. Я не могу сказать, что это какие-то капитальные загоны, да, но тем не менее это у меня часто в повестке. Вот после 24 февраля я за там несколько месяцев набрала 4 килограмма. То есть сейчас я больше не набираю килограммы. Но еще я набрала немножко до этого, когда я начала в Италии пить и апероли, и есть тирамису после того, как меня бросил мужик. Ну, в общем, аккумулярно за 3 месяца я набрала 4 килограмма. А потом еще я приехал, и у нас были ежевечерние читмилы, да. Ежедневные читмилы. И вообще 4 килограмма порвалась на один размер, и я прям его чувствую. И хотя себе я раньше была в таком весе, но вот я знаю свой вес, который мне кажется для себя максимально комфортным. И вот как бы я больше не набираю вес, но я его и не сбрасываю. И вот это вот я прям как-то на себе чувствую. Вот это меня бесит. Да я и говорю, ну тебе хорошо же. Ну, сейчас, ну что? Ну вот что тебе выделываться-то? Ну то же самое в целом я на себя такой смотрю, ну мне тоже хорошо сейчас, нормально. Ну можно там, не знаю, в спортзал пойти, куда я все уже какой месяц иду. Ну, видимо, так я себе супер не нравлюсь, в кавычках, что никуда я не дохожу. Ну, в общем, иногда у меня идеальная кожа, а иногда у меня начинается высыпание. Соответственно, когда у меня высыпание, меня начинает дико бесить, да, какие-то прыщи. У меня довольно много растяжек на груди, и раньше в подростковом возрасте они начались, когда грудь сильно выросла. Быстро очень, там, в 14 лет, по-моему, у меня сразу, типа, там, с 0 до 3-го размера. Как бы буквально, типа, за неделю, аля. Слушай, мне кажется, растяжки вообще такая фигня. Главное, что, ну, как бы, не то чтобы главное, но в смысле, они же форму не меняют. Форму не меняют. Ну всё. Вот. А у тебя форма прекрасна. Да нет, я из растяжек я не переживаю, но просто в подростковом возрасте меня не парили. Но уже много лет мне вообще пофиг, если честно. А так, наверное, это как-то все. Ну, то есть, я себе в целом нравлюсь. А ты что, не делала такое косметологическое? Нет, никогда не делала ничего. Ну, я имею в виду, ты понимаешь, какие-то инвазивные, в смысле, процедуры. Нет. Я никогда не задумывалась никакой пластической хирургии, если честно. Потому что реально все, что мне хотелось бы себе изменить, условно говоря, да, я такая думаю, блин, вот там, не знаю, жопа покруглее, бочка поменьше, скулы поострее, ну, какие-то такие тоже мысли. Я понимаю, что это все решается, на самом деле, не инвазивными способами, а немножечко регулярной дисциплиной, питанием и нагрузкой. То есть это не какие-то запредельные вещи. Ну и в целом, так если копнуть поглубже, ну, предположим, у тебя это будет. А как это изменит твою жизнь, да, из серии? Да, но я, например, была там и на 7 килограммов худее, и я просто четко запомнила момент, что ни хрена не была счастливее в этот момент. Ну да, самое главное. Да. Просто для меня это работает так, что вот, например, когда я в определенном размере, я не то чтобы счастливая, но я просто об этом не думаю, а когда я в этом... Тебя одной проблемой меньше. Да. То есть я сейчас такая думаю, блин, я вот об этом думаю. А когда в нормальный вес, я просто об этом не думаю. Ну да. А ты думал что-то себе, там, не знаю, вкачать, откачать? Ну, у меня мыслишки были. Было время, когда мне очень не нравились там какие-то, не знаю, мне не нравились свои бока, которые я считал жирными. Надо сказать, что я давно их уже жирными не считаю, а они сейчас еще и совсем уже схуднули. Но, опять же, что характерно, знаете, это вот такая история, когда тебе уже не надо, а оно такое херяк, и все само случилось, как ты мечтал когда-то, а тебе, в принципе, я вот сижу такой и думаю, знаете, вот если бы я мог сейчас есть и не париться вообще, вот как я раньше мог есть, что я хочу, когда я хочу, где я хочу, да и хрен бы, да пусть бы я бы на эти 5 килограмм бы больше весил, меня вообще вполне устраивало, нежели вот эти вот веселья с этой самой едой.
Жизнь забавная штука, очень ироничная иногда. Ботокс я делал, никогда этого особо не скрывал. Сейчас будет возможность, тоже сделаю. Но для меня это не какая-то эстетическая процедура, а это просто для того, чтобы продлить, так сказать, кожа все равно, складки, все равно это появляется, морщины, это все опускается. То есть я это делаю максимально незаметно, и просто чтобы у меня не был лоб, как у этого самого... Как у Шарпея, да. И, такие собачки. Это просто, мне кажется, это просто уход за собой. То есть какие-то специальные огромные скулы, губы, никогда в жизни я такого не делал и не собираюсь вообще. Это какой-то... Мне кажется, здесь все это очень про вкус. Очень про это. Если это все выглядит естественно и является неким способом ухода за собой, то вообще нет никаких вопросов. Я очень люблю ухоженных людей. А что для тебя ухоженный человек? Который в опрятной одежде, следит за собой, у которого нет каких-то... понимаешь, вот я хотел сейчас сказать ровная кожа, но, кстати, ровная кожа – это совсем нет. Но есть же всякие разные ситуации. Более того, у меня были отношения, я уже, кстати, про это говорил, что там было какое-то акне, и меня настолько это не парило вообще. Вот мне было... Просто я его не видел. Это, знаешь, как отрицательная галлюцинация, когда ты не видишь то, что есть, тебе все равно. То есть для меня это не является какой-то большой проблемой, даже если это акне какое-то большое. Я не знаю, потому что, вероятно, у меня никогда его не было, это для меня не является какой-то красной тряпкой для быка, потому что люди, у которых были какие-то проблемы с кожей, они нередко замечают и в других эти проблемы. И для них это некрасивым кажется нередко. Я во всех замечаю все прыщики, но, они меня никогда не отталкивают. Но это чисто из-за себя. Я такая думаю, я скорее чувствую, sister, I'm here. Потому что когда у меня бывают эти приступы акне, это так сильно влияет на мое психологическое состояние. Вот. И я чувствую на лице, этот каждый прыщик абсолютно невозможно. Это вообще не про ухоженность, на это невозможно никак повлиять. То есть в моем случае это просто гормональный outbreak. И это проходит долго, проходит минимум несколько месяцев, и ты не можешь ничего с этим сделать. Невозможно это особо никак предотвратить. В общем, все... Надо переждать. Да, все, акне, чуваки, я с вами. Фил, это pain. Егор, а что тебе нравится в моей внешности? Что мне нравится в твоей внешности? Грудь мне твоя нравится. Попа у тебя красивая. Личка, конечно... Личка – это, если честно, самое главное твое, мне кажется, достояние. Это вот что есть, то есть. Я бы хотел на тебя посмотреть с темными волосами. Мне было бы интересно. Я вот вживую не видел. Но мне кажется, тебе пойдет. Но так как сейчас, мне тоже очень нравится здесь вот. Но в целом у меня вообще нет каких-то к тебе претензий. Ты кажется мне конвенционально красивой бабой. Такой прям красивая. Спасибо, дорогой. Ты мне тоже кажется очень красивым. Мне тоже кажется красивой, конвенционально красивой бабой. Мне очень нравится твой нос. У тебя хороший нос. Хороший нос. Спасибо. Растил специально для тебя. Да, но у тебя, правда, лицо очень красивое, но очень интеллигентное, такое умное. Ой, спасибо. Вот. Ты прям такой... Хоть очки опять носи. Кстати, да, у меня же было зрение всю жизнь, значит, плохое, ребят. Мне было зрение -8, я сделал себе операцию лет 10, наверное, назад. Я всю жизнь в очках ходил. И, к слову о внешности, как сказала однажды моя мама, ой, Егор, конечно, без очков тебе хорошо, но раньше было лучше, ты хотя бы на умного был больше похож. Цитаты моей мамы, пара-па. Да, мы смеемся над нашими мамами периодически, их поддерживающими. Поддерживающими, да. Отношениями. Вот, так что да. Лежу я тут, знаете, ребят, недавно с температурой, ковидом заболел. Звонит мне мама. Я говорю, туда-сюда ковидом заболел. Она такая, что, на гулянке, небось? Ох. Ты вот говоришь, да, вот хочу посмотреть на тебя с темными волосами. Для меня это, конечно, огромный триггер, потому что каждый раз мои отношения в этом смысле напоминают шахматы. Каждый следующий мужчина имеет противоположное мнение насчет цвета моих волос. Ну, это знаешь, как женщины тоже так делают сами с собой. Да. Хочу блондинкой, завтра хочу брюнеткой. Один такой, господи, вот ты очень все красиво, но была бы ты блондинка, тебе было бы так хорошо. Следующий. Ох, ты блондинка, но вот темненькие. Вот это вот горячо. И я даже на это велась, по-моему, раз или два. Потом на каком-то третьем мужике я такая, ребят, кто блондинку оплачивать будет? А что, если оплатят, ты сделаешь? Да нет, просто, меня это в какой-то момент дико бесило. И самое для меня было бесящее, когда мы таких, в первых отношениях каких-то серьезных, я покрасила волосы, и чувак очень обиделся за то, что я не спросила у него. А что? Не посоветовала. А почему ты тебе про свой цвет волос вообще нужно было спрашивать? В чем проблема? Я тоже, я не поняла, что я должна про свой цвет волос спрашивать. А ты в какой покрасилась? Давай. Я была, блондинкой, я покрасилась темной, в свой цвет. Возможно,
честно, я бы чуть напрягся, если бы ты ходила с каким-то обычным цветом волос, пришла бы, покрасилась в, не знаю, супер ярко-зеленый. Мне безумно нравится этот цвет, кстати, сейчас бы я не напрягся. Но я помню время, когда бы я напрягся, да? Блин, да мне кажется, да. Ну, это еще хотя бы как-то, да? А тут, какие-то обычные цвета, знаешь. Ну, то есть, на тебя, мужчина, это вообще никак не аффектит. Да, при том, что, блин, знаешь, он сначала не заметил, что что-то изменилось. Вот это самое смешное. Ну, в плане, он не очень внимательный. И он такой, он такой, так, блин, что-то... Он такой, блин, что-то... А когда заметил, понял, что его... Да, что-то поменялось, а потом такой, так, ты покрасилась, как ты могла? Ну, то есть, либо замечай сразу, блин, либо не обижайся. А ты, просто интересно, чем дело-то закончилось? Ты бы что сказала при этом? Да я ему сказала, что не по***ся, по-моему, да. Ну, это близко к правде, надо сказать тоже. Ну, так и есть. Я говорю, чувак, вообще... Ну, просто, знаешь, это был какой-то первый прецедент. Но по-настоящему я взорвалась, когда следующий реально за ним мужик сделал примерно то же самое, только в обратный цвет. И я поняла, что всем не угодишь. Что на это вестись абсолютно бесполезно. Потому что 100% кому-то будет не нравиться. Ну, это правда. Всем не угодишь, что сказать. Так и есть. Меня, знаешь, как-то, надо сказать, Бог миловал. Что надо сказать? Это довольно логично. Мне кажется, мужикам довольно редко кто-то говорит, что им нужно что-то сделать с собой в этом смысле. То есть, мне никогда ничего, конечно, никто такое не говорил. Я даже не могу себе представить, что было бы, если мне такое сказали. Наверное, это безумно обидно. Блин, еще было... Часто от мужиков посылают комментарии по поводу веса и по поводу одежды. По поводу веса мне никто не говорил, что я толстая, но каждый раз, когда я худела, например, мне всегда говорили, ой, теперь тебе так хорошо. Знаешь, это такой... Ладно. Спасибо. Теперь. Мы не скажем, что что-то не так, но мы заметим, что что-то изменилось. Тут, знаешь, вот это интересная история, потому что как трактовать? То есть, возможно, я ни в коем случае не хочу сказать, что это не так, что ты сказала, но, возможно, это действительно было вот такой посыл, что, оказывается, вроде как было, раньше было не очень. А с другой стороны, а может быть, человек тебя хотел поддержать и сказать тебе, что, ты вот похудела, там, не знаю, старалась, все остальное, и он тебя хотел вот заметить твои изменения. Ты же не зря так к этому как-то шла. Не то, чтобы я даже шла когда-то. Вот это самое обидное, что просто на самом деле, почему я набираю вес, потому что вот это к тебе. У меня начинается стресс-итинг, например, когда я несчастлива в отношениях, я начинаю бухать и есть сахар перед расставанием месяца за 2, потому что я не могу решить расстаться. Вот. Я набираю свои вот эти 3 килограмма, классические 3-4 килограмма, потом я расстаюсь с бойфрендом, и быстро за месяц они уходят, эти 4 килограмма. Слушай, хорошо, вопрос. После наших с тобой зажоров, в начале наших, так сказать, совместной жизни, обусловленных, так сказать, окружающей средой и новостями, после них ты, я заметил, перестала со мной по вечерам так обжираться. Но я в целом тоже перестал обжираться. Но если я могу себе спокойненько позволить какую-то вкусняшку, меня это вообще никак не парит, то ты прям вот избегаешь. В смысле, а вчера я что делала вечером? Вчера стоим, значит, Кристина пьет чай. Я говорю, будешь там, пироженку? Кристина такая, одно только, там, одну палочку, в общем. Раньше бы ты не одну палочку ела со мной. Потому что сейчас я ем сколько хочу, в смысле, если я хочу одну палочку, немножко хочу, ем немножко. А до этого, если я не шаранусь с сахаром, то меня трясло. Это ладно, разные вещи. Короче, вопрос тогда вот в чем. То есть сейчас это у тебя не, как сказать, это твоя естественная норма, это не то, что ты себя ограничиваешь. Да, то есть я сейчас вообще себя не ограничиваю, просто раньше я не могла себя, наоборот, ограничить никак, потому что у меня было заедание стресса. То есть я прям чувствую, что мне надо, иначе мне плохо. Да, окей, понял, хорошо. Вот. А что еще комментируют одежду? Постоянно просят, вот у меня было такое не раз, не два, тоже дико бесит, одеваться более сексуально. А ты не очень сексуально одеваешься? Сейчас... Блин, знаешь, тут тоже такая история, вашим вкусом, знаете ли, не угодишь. Кому-то может нравиться, чтобы ты себе, не знаю, усы доклеила. Да, и были еще комментарии, вроде, это какие-то давнишние истории, когда я еще встречалась с русскоязычными чуваками в России, извините, все русскоязычные чуваки в России, это правда. Когда, например, вот почему ты не носишь вот это супер мини-платье с вываливающейся грудью, а потом, например, претензия, почему мы сидели с моим другом в ресторане, и у тебя грудь вываливалась ему на лицо. То есть, немножечко... А ты такая посмотреть на него хотела. Да. Такой немножечко, знаешь, противоположной истории. Немножечко газлайтинга. Поэтому что я выяснила для себя, что, мое тело, мое дело. Совет буду спрашивать у всех, кроме мужчин, с которыми я встречаюсь или не встречаюсь, потому что... А бывало такое, что ты прям на самом деле хотела спросить совет насчет внешности своей? Нет.
Ну, я насчет внешности, даже спрошу я у тебя совета. Такая, типа, Егор, как тебе кажется? Вот у меня нос красивый или некрасивый? А ты у меня только что спрашивал. Да. Это сейчас, ребят, это вот прям ровно перед этой записью, короче. Кристина недавно покрасилась. Ну, ты должен был сказать, да, красиво. Типа, ну, как бы, да, она такая, ну что, а тебе нравится, как у меня, значит, цвет волос-то вымылся? Я говорю, а мы идем в коридоре, и света мало, я не вижу. Я говорю, подожди, ну, пойдем, типа, на свет туда. Кристина такая, ой, мог бы просто сказать да, и забыли бы. Ну, да. Ну, типа, это не... Я хочу спросить тебя совета, I'm fishing compliments. То есть я выуживаю у тебя комплименты. Я понимаю, но я тебе как бы... Меня спросили, я честно отвечаю. Я всегда отвечаю честно. Да. Вот эти вот, знаешь, типа... Кто красивая, я красивая, да, красивая. Ну, это какая-то фигня, если честно. А ты кому-то говорил побриться, помыться, много похудеть? лет уже такого ничего никому не говорю. Много лет. Потолстеть? Много лет. Ну и слава богу. Нет, давай так. Если про помыться, я могу и сказать. Но это прям уже... Это вопрос гигиены. Все остальное вообще... как хотите. Ой, блин, мне так неловко про гигиену говорить, я лучше сольюсь. Ну, типа, в плане из отношений. Ну, слушай, здесь давай так. Это не то, чтобы, в смысле... Нет, у меня, кстати, никогда такой неловкости не было. Просто я как-то это не воспринимаю. Если мне скажут, слушай, ты вспотела, тебе плохо пахнет, я пойду помоюсь, вообще не проблема. То есть, меня это нисколько не задевает. Собственно, я точно так же мог сказать. Критически редко делал, потому что, более того, как бы, если страсть, любовь все и морковь, то мне даже запах пота нравится. Ой, я люблю запах пота. Блин, запах вообще самое главное, кажется, в человеке. Запах и чувство юмора. А рост? И рост. Деньги? Ну, пусть он заплатит за ужин, наш ужин хотя бы. Вот видите, запах самое главное. И рост, и деньги, и член, и нос. И все вам мало, женщина, все вам мало. Мне очень много чего важно. У нас есть замечательная история. Если ты чувствовал себя странненьким, то знаешь, что ты не один. Моя подруга бросила парня, моя подруга, классическая моя подруга, та самая известная. Та самая моя подруга. Та самая известная моя подруга бросила парня, потому что у него были шершавые руки. Она разложила ему везде по дому в машине тюбики с кремом, но это не помогло. Он ей колготки, что ли, рвал? Настолько знаю. были шершавые? Интересно. Но это про... Вот очень есть такие люди, которые очень пики в этом смысле. Прям очень, как сказать, переборчивые. Ну, что поделать? Может, больно человеку было. Может, у нее кожа чувствительная. Может, у нее царапал. Еще немножко про чувствительных людей. Однажды я рассталась с парнем, вот тут видишь, автор истории почестнее, ибо не смогла смириться с тем, что он носил дырявые балетные чешки в повседневной жизни. Балетом он не занимался. Господи, как я вас понимаю. Нет, ну это вообще... не. Кстати, вот, да. У меня вообще прикол с ногами. Ну, в смысле того, что... Не прикол с ногами, а с вещами, которые связаны с ногами. То есть я не выношу дырявые носки ни в коем случае никогда. И какую-нибудь грязную или... Не то чтобы грязную, не в смысле обувь загрязнилась, а обувь, за которой никто не следит. Меня это прям ужасно. Ну, в смысле, она должна быть, если не чистая, то какая-то... Будет ощущение, что она была чистая, но запачкалась, а не в смысле того, что ее не мыли 2 месяца. Вот это прям... Надо быть. Хорошо, что здесь дожди иногда. Нет, вот после дождей все становится только хуже. Вот знаешь, есть, например, когда у кроссовок или кет или еще чего-нибудь такого, вот этот белый... Но это, может быть, мой перфекционизм уже, конечно, здесь играет. Короче, у меня обувь обычно, если это белая подошва, то она белая. Если она запачкалась, то я хожу об этом думаю, потом найду время и сделаю ее чистой. Но я понимаю, что это довольно трудозатратно следить вот так вот за своей обувью. Поэтому у меня одна пара. Да, но вот как бы если вы знаете, что вы не очень в этом смысле, мне кажется, не покупайте белую обувь. Если вы понимаете, что вы не будете за этим следить, не носите, белую замшевую обувь. Все, что надо, ну, как бы. Я себе, когда купил эти какие-то, у меня были там, знаешь, типа высокие серые найки, светло-серые, замшевые. Ну, я, конечно, замучился с ними, капец. Но я не могу надеть грязную обувь, знаешь, когда она вот, ну, типа, Мне в целом пофиг. Так что это правда. Все с грязной обувью можете ко мне идти. I'm not a speaker. А если, не дай бог, там еще какой-нибудь кроссовок рваный, все, ребят, это дисквалификация сразу. Это вообще прям сразу дисквалификация. Это про опрятность, к слову говоря. Ну что, ребят, кажется, пришло самое время сделать то, чего мы все так ждали. И чего я так боялся. Мы идем брить Егора. И Кристину. Пойдемте. Так, мы вышли из нашей подкастерской кладовки. Сейчас вы слышите, появляется эхо. И мы направляемся в ванную. Здравствуйте. Итак, мы берем нашу замечательную бритву Dorka If 6 Simple. Егор. Почему 6, Кристина?
Потому что у этой замечательной бритвы 6 высокоточных лезвий, охватывающие каждый контур вашего тела, дорогие Вот так мои. вот. В моей жизни еще такого не было. У меня максимум было только 5. И сейчас А еще, знаете, ребят, я, между прочим, никогда в жизни не брил женские ноги. Да я и мужские никогда не брил. И мы обеспечим этим ножкам комфортное и гладкое бритье. Потому что что? Потому что у этой бритвы есть увлажняющая полоска для защиты кожи, разработанная специально для женщин с натуральным экстрактом алоэ вера и витамином Е. Так, подожди, а у мужского варианта мне голову брить там тоже же должна быть, правильно? И мужская бритва у нас, Егор, тоже есть. Боже, Как и нам 6 повезло сегодня. лезвий, и полосочка увлажняющая. Вот, а какая ручка? Какая ручка? Не скользящая, рельефный дизайн, резиновые вставки. Ничего, Вот эти Егорушка, не выскользнет. Сейчас, подожди, я мужскую возьму версию. Давай, Сейчас достаем. посмотрим, где она. Достаем из упаковки, пожалуйста. О, вау. Вот, вау. резиновая, не скользящая. Слушай, ну прелесть же. Прелесть, Егор. Прямо какая-то богатая жизнь у нас с тобой началась. Егор, готовь лысинку свою. Ну, она уже волосатенькая. Вот сейчас мы будем делать ее лысинкой. Так, а что, пена надо? На пена нужна нам? Слушай, а давай мы попробуем и так, и с ней, и без нее. Просто видно, что на бритве такая потрясающая увлажняющая полоска для защиты кожи, что... Можно и без пены. Да, можно, кажется, и без пены, потому что ни покраснения, ни раздражения там не будет. Ну, короче, давай я рискну. Я, конечно, товарищ чувствительный, но мы, собственно... Ребят, мы вам на самом деле завтра дозапишем, что будет после того, как я проснусь утром. Сейчас начинается СМР, и так... Как брит? Слушай, хорошо. О, вау, блин, классно. А давайте с пены попробуем. Так, господи. Ребята, очень страшно давать такие вещи в Азовске. Очень страшно. А теперь я хочу попробовать. С пеной я могу сама попробовать. Не, я хочу намазать тебя. Держи телефон. Вот чистой рукой. Да что ты тогда намазала, господи, как украла. Вау! Вау! О май гад. Ну все, я немножко побрею сначала, подожди. А вот так вот, да? Или против? Туда. Вот в обратную В сторону. обратную сторону, да. Только держи параллельно голове станочек. О, точно. Ой, хорошо. Ху-ху. Так, подожди, Кристина даже как-то профессионально это делает подозрительно. Ну, я на ножках тренировала своих. Много лет. Ножках тренировала. О, твою мать. Я же лысенькая была, котик. Ты была котеньком. Ну ладно, я была не лысая, и мне было там 3 миллиметра у меня было волос. Помнишь? Ну вот мы делаем 0 сейчас у меня. Да, я помню, кстати, помню. Угу. Даже гладенько так, классно. А теперь давай затестим на ножках. А ты потом... На ножках? Давай на ножках. Потом добреешь. Только, пожалуйста, давай не моей. Давай мужской попробуем. Женский попробуем. Да, давай женской попробуем, Женской безусловно. Сейчас затестим, можно выключать. Сейчас тестим женскую бритву, она очень красивая. Так, я вообще тоже попробую так сначала. У Кристинки такая нежная кожа, что вы даже почти не слышите этих волосков, понимаете? Ну, так вот у меня, знаешь, ничего не растет. Потрясающе. Мягенько. Очень идет, как просто пупочка младенца. Это, скорее всего, вырежут. Ну что, красиво? У меня тут все, смотри. Гладкость. Сейчас я буду трогать, я буду проверять. Давай, проверяй. Так, мужской рукой. Файная мужская рука на Ну моей ноге. что, Хоть корейцы? Дорка, а? Ну, молодцы же. Дорка и в 6 Simple на моей ножечке был просто потрясающий. А Дорка Pace 6 на голове Егора еще лучше. Прелесть. Вот, уникально. И конструкция такая уникальная, изогнутая, лезвие, минимальное расстояние друг от друга. Не дают порезаться. Кстати, да, еще, знаете, из-за того, что они, между ними довольно много места, да, вот эта вся открытая система, то это все хорошенько промывается от волосков.
Сменная кассета с открытой архитектурой. Да, знаешь, что это значит? Я тебе скажу. Это как мужик, который постоянно пользуется бритвенными всякими принадлежностями. Есть компании, которые делают свои бритвы таким образом, что к ним подходит только одна определенная головка, только к одной определенному станку, вот этому держателю. Дорка просто красавчики, потому что если вам хочется, вы можете взять другой тип, вы можете взять, не знаю, 6 лезвий, 86 лезвий, они все будут подходить под ваш станок. Дорка Pace6 для мужчин, конечно, подходит не только для бритья головы, но и для лица. Бритва идеальна для ежедневного использования. Технология изогнутых лезвий и плавающая головка делают бритье быстрым и легким, удаляя волосы за одно движение, не оставляя щетины и одиноких волос за собой. Можно не проводить по одному месту несколько раз. Возможно, вы до конца не понимаете, что такое изогнутое лезвие. Это такая технология, она позволяет расположить лезвие максимально близко друг к другу, что обеспечивает безопасное и суперчистое бритье. В процессе бритья сейчас мы использовали две разные бритвы. Женская бритва Дорка Eve6 Simple, которой Егор брил мне ноги, и Дорка Pace6, которой я брила голову Егора. Обе бритвы можно купить на Озон или на Wildberries. Все ссылки на продукты мы оставим в описании к выпуску. Знаете, что еще? Я сейчас вам, ребята, раскрою одну штуку насчет Вазовски. Она, конечно, не признается, но я это уже заметил. Я, знаете ли, у меня работа такая, я многие вещи замечаю, но молчу. Кристина очень критически относится к мужским ароматам. И вот в этом смысле она очень избирательна. И многие мои ей не нравятся, но она мне не признается в этом. Правда? Какие ароматы мне не нравятся твои? Например, ты не любишь, когда они сладкие. Как тебе сказать, мне-то... Про тебя-то мне пофиг, потому что я тебя не нюхаю особо. Ну, в целом, да. Нет, я просто помню, что однажды ты не сделала мне какое-то замечание, но ты так это... Что за запах такой? Такой сладкий? Я такой, ну, это вот парфюм. И я по вот этому понял, что... Да нет, в смысле, запахи у тебя абсолютно нормальные. Мне просто, правда, много не нравится. Ну, в смысле, это просто... Мне это, типа, не то, что плохо, хорошо. Мне просто похер на твое мнение, поэтому... Нет, в смысле, это просто личная преференция, да? Я понимаю. Я просто дико придирчива именно к запахам, дико это чувствую, и у меня есть определенный... Вот плохой парфюм может убить любой секс просто. Вот есть такой, знаешь, этот парфюм, мужской такой парфюм. Есть да, такой, шипровые такие, да? Такие, знаешь, типа вот это мужской парфюм. Да. И я такая, господи, пожалуйста, нет. Я помню, как вот одного своего бойфренда я отправила мыться в душ, типа... Ты хер отмоешь вообще это все. Да, потому что он был вот этот вот еще ужасное средство против бритья. Есть такое, ну, я говорю, вот эти шипровые запахи такие, знаешь, а-ля... Да, я такая, чувак, новый просто. Вот сколько нужно стоять, вот столько и будем стоять. У меня, в общем, мне кажется, такая, как сказать... Ну, я нахожу это довольно правильным, не знаю, может, меня кто-то поправит, но у меня парфюмов много, и они... очень зависят от погоды. Есть на дождь ароматы, есть на какие-то, знаешь, там на прохладные, есть зимние, есть вечерние, есть, ну, то есть я немножечко, чуть-чуть в этом смысле такой человек. Но это все распределено по полочкам, знаешь, вот так я никогда не душусь летом, вообще никогда. У меня есть парфюмы, которые летом не используются вообще, начиная с 25 градусов тепла не используются никогда. Есть только зимние, которые такие, знаешь, зимние, например, но не утренние. Ой, захотелось мужика с хорошим парфюмом. У меня, если честно, вот много моих мужчин, у них прям были какие-то супер классные парфюмы, такие супер редкие, супер прям... Хотелось такому мужчину бы сейчас мне в рубашечке, в очках, с бородой, с классным парфюмом. А вчера байкер-то тебя возил? Расскажи нам про вчерашнее, ну. Вчера такое. Ну, в общем, поскольку, видимо, у меня есть история про то, что мне хочется безопасности, я решила найти человека, который не умеет серфить, и ему 40 лет, просто с идеей, что, наверное, у него есть работа тогда. И у него, казалось, у него, правда, есть работа. Когда у человека есть работа, это безопасно. Нет, мне просто очень понравилась идея, чтобы кто-то был раз с работой. Кто-нибудь из вас. Кто-нибудь из нас был с работой, да. Из нас троих, я бы даже сказал. Из нас троих просто. Вот это вопрос про внешность. Вот есть разные 40. Это были такие 40-40. Килограмм? Простите. Это, знаешь, скорее, это было вот как бы 40 не late 30s, а 5-й десяток. То есть это ему 20-25 или 40-45 или даже 50-55? Да, ну то есть ему на самом деле 40, но вот то, что фотографии я тебе показывала, как бы это могло бы быть 40, но это все-таки серферские 40, а то были 40 человек с работы. А то были офисники, офисные 40. 40 человек с работы. Такие клеркские. Но зато он приехал на классном мотоцикле. Да. И у него был красный шлем в тон моего платья. Я была в красном несуществующем шелковом платье, поэтому мы в целом Подтверждаю, платье не существует. Да, в смысле, мы были even. Ну, что дальше сказать? Не знаю. Вот он выглядел
как типичный 40-летний португалец, если я встречу его на улице завтра, я не верю, что я смогу отличить его. И что ты его узнаешь. Что я его узнаю. Еще его звали ровно как зовут примерно 5-ю часть. В Португалии есть 5 имен. Это правда, ребята. И один из них мой дейт. У него имя начинается на О, которое по-португальски читается как У, да, в конце? Ой, заканчивается. Ну, вот это классическое португальское имя, любое. Любой португальский мужчина, скажем так. Да. Мы почему-то все равно... Чиагу, Диего, Альберту... Подожди, Нуну, Андре, Тиаго, Хосе или Джао. Да, не знаю, как это. Хао, Джао. В общем, короче... Поправьте нас, если мы еще здесь не нейтивы знаете. При том, что такое ощущение, что вместе с именем тебе дается профессия, потому что все почему-то агенты... Они все по недвижимости. Все Андре. Причем нет, те, которые сдают квартиру, аппарат для Андре, а те, которые покупают, они все Тиаго. Это, ребята, это правда. Я подтверждаю, но это как бы вот... Знаете, наверное, про русских также могут сказать, что у нас там, не знаю, все Саши и кто-нибудь еще. Вовы. Что там еще такое? Ну, у нас побольше, мне кажется, имен, чем в Португалии. Возможно. Не, ну явно там, побольше. Не знаю, Саша, Денис, Кирилл, Владимир, Максим. Виталий. Вот, да. Какие у нас умные, да? Как мы знаем много имена. имен мужских. Ладно, совсем не про стереотипичность, не стереотипичный подкаст сегодня так. Ну ладно, так и что дальше-то было? На мотоцикле весело кататься быстро. Так. Мне понравилось. И дальше? Ну, короче, это вот как раз ты меня спросила, а что, если по внешности человек типа проходит и не проходит? Во-первых, он указал в Бамбле, что у него рост 185, но мы-то знаем, что 182. Вот. Ну, я такая, ладно, простим. Все было так хорошо, Кристин, что ты убегала от него без трусов. Да, то есть давайте сразу к спойлеру. Я даже не знаю, как это описать, но, в общем... Я знаю, как это описать. Секс меня так впечатлил, нет, что я была аут из квартиры через 35 секунд, так что не стала искать свое кольцо и трусы. Там что, мое любимое кольцо было? Нет, это из H&M кольцо за 50 центов. Ну, в смысле, не то, которое разветвлено? Слава богу, у меня есть любимое кольцо, которое я тереблю в руках Кристины. Даже он такой, ты забыла кольцо. Я такая, оставь себе, потом такая, а пришли-ка фотку. Да, это оставь себе. Да, я так и написала это. А потом он спросил, мне было так классно вчера, все окей? И я ему не отвечаю на это сообщение уже 8 часов. Ребята, принимаю ваши варианты ответов. Ребят, как будем отмазываться? Да, как сказать, что секс был... секс был. Давайте так, это плюс. Я не знаю, зачем здесь эта история. Мне кажется, она здесь не про внешность, но он был в целом довольно симпатичный. Ну, он был, давайте так, он был не супер. Что она вот не про внешность? Вот как раз мы с тобой, ты вчера приехала, мы с тобой говорили, потому что смотри, в целом чувак по росту проходит, по каким-то параметрам проходит. Так что, понимаешь, вот эти все вещи, ребята, о которых мы сегодня говорим, то внешность не имеет ничего значения. Влюбишься, не имеет значения. Не влюбишься тоже. А не влюбишься, оказывается, тоже не имеет значения, что вот прям, ну, может быть, там какая-то история из серии, хочется трофейный какой-то вот экспонат, так сказать, заполучить кому-то. Кажется, трофейный экспириенс был вчера не у меня, потому что явно, то есть, если у меня уровень возбуждения был средний, потому что не к чему было подвязаться, все типа нормально. Чувак, на самом деле, был довольно симпатичный, супер умный, мы с ним классно поговорили, супер разбирается в вине, у него есть работа, вау, он даже живет не с мамой и не с 25 соседями-серферами. Ребят, в Португалии это правда важно. Это правда важно. У него нет там уже, знаете, жены и детей. носы, мне кажется, даже рост не так важен, как что он не живет с мамой 40 лет. Егор очень смешно пошутил, что я ему сказала, вот ему 40, но он как бы не был разведен, женат, и у него нет детей. Он говорит, что-то как-то странно, а с другой стороны, он от мамы съехал 3 года назад. И это реально тема в Португалии. Он от мамы съехал, скорее всего, 3 года назад. Но не было ничего, знаешь, экстраординарного. Ну, то есть, секс не был то, что каким-то очень, знаешь, плохим. Типа такой, думаю, господи, какой ужасный секс. Он был какой-то никакой. Что ты мне вчера сказала? Это разрушило цепочку хороших сексов. У меня было 2 года подряд только хорошего секса. У меня было там, знаете, вот как в игрушках на телефоне. Ты подряд... Сколько дней без катастроф, да? Да. И я такая, знаешь, я очень боюсь, потому что у меня было очень много хорошего секса, и я не хочу это разрушить. Но аппарат любит мне помочь. Ты это ему сказала? Да. Серьезно? Господи, какая же ты сука. Нормально. Ну, в общем, да. Кошмар, Васовский. Но я ему не сказала, что он это разрушил. Он понял это сам, видимо, потому что... Да явно. Я сбежала через 30 секунд после того, как секс кончился. Конечно, я такая, дверь найду сама, спасибо. Я Кристине пишу просто, ребят, чтобы вы понимали ночью. Что смотрю, долго жены дома нет, думаю, уточню, может, там спасать надо меня. Как бы от чего-нибудь. Кто аренду 2-ю часть будет платить, да, Егор? Ну, короче, я пишу, Кристина, ну что, как вообще проходит часок-другой? Кристина такая, еду домой, трусы забыла. Убегала так, что забыла трусы.
Я думаю, о, хорошее свидание. Как хорошо, прям контентик подъехал перед записью подкаста. О, да. Ну, короче, я правда, трусы я забыла, но, слава богу, трусы были как бы не очень, ликвидные. И Uniqlo новые купим. Бесшовные трусы, зашибись, черные. Ну, не знаю, вот для него это явно была история. Ну, типа, он там был возбужден, мне кажется, на 200% от обычного. Ну, понятно, потому что для меня это как бы это наш 40-летний мужик в моей жизни без каких-то особенностей. А для него это молодая 25-летняя баба с классными сиськами в красном платье шелковом. Ну, вот это все. Ну, то есть он такой, вау. Да. В общем, короче, я не знаю. Ты была его этой девушкой из «Матрицы» в красном платье, да? Я его явно повеселила, но меня ни хрена не повеселило. Я такая решила, все. Помните, я там была амбассадором секса на первом свидании? Я закончила. Никакого больше секса на первом свидании. I stopped with this shit. Потому что не было бы этого секса, мы бы сходили еще на 10 классных свиданий, может быть, с ним бы. Там в один ресторан, во второй, на мотоцикле, съездили бы куда-нибудь. А так как бы видеться больше не хочется, потому что знаешь, что за этим последует. Даже неплохо было, понимаете, было как-то вообще никак просто. Ой, Кристин, сложная у тебя, конечно, жизнь. Прочитай вот историю. Меня как-то на первом свидании парень начал критиковать. Я пришла в шортах, топе и босоножках на платформе. Он сказал, что если бы он знал, что я так оденусь, то никуда бы меня не позвал. Стал рассказывать, как должны выглядеть девушки. Показал, какие босоножки ему нравятся, платья и так далее. Ну, хотя бы человек с референсами, да? А то обычно, знаешь, все жалуются, а показать не могут. Потом сказал, что его девушка должна всегда выглядеть так, чтобы ее можно было показать друзьям, сводить в ресторан. В общем, он хотел рядом красивую картинку. Сам он пришел, кстати, в спортивном костюме. Когда я упомянула это, он оправдался, что после спортзала поехал к маме, не успел переодеться. Мне, конечно, знаешь, здесь сразу вот хочется напомнить людям, что есть вообще-то как бы любое движение имеет встречную полосу. Но вы как бы, если требуете, давайте мы тогда уже с референсами и про ваш внешний вид проговорим. А можно про работу, например, если это для девушки имеет какое-то значение, хрен с ней же тогда с этой внешностью. Чем более равнозначные и равносторонние отношения в этом смысле, тем, мне кажется, нужно мужчинам быть аккуратнее. Конечно, это базируется на том, что это патриархальное общество, в котором мужикам особо вот в этом смысле к таким претензиям никто ответ никогда не давал. Ну, в общем-то, в целом, наверное, бы и следовало бы этим заняться. Сейчас уже, слава богу, девушки занимаются этим. Может быть, как-то и семьи бы дольше сохранялись. Не знаю, вот я об этом думала, и мне правда кажется, что это часто про довольно такую, знаешь, типа приземленную математику. Но в духе как бы есть, не знаю, внешность, есть какие-то сексуальные навыки, есть какой-то показатель успеха, есть какие-то экспириенсы, которые ты можешь дарить человеку. И, соответственно, там примерно так вот математика и складывается. Есть чувство юмора, то есть это не обязательно какие-то приземленные категории. Ну да, конечно. Да, но это всегда вот в духе... Ну, какие-то, не знаю, ценности назовем. Да. Ну, то есть, условно говоря, там, если это чувак, там, не знаю, с идеальным прессом, 20-сантиметровым членом, который трахается как бог, наверное, я могу простить ему отсутствие работы, да, но... На какое-то время. Да, на какое-то время. Пока трахается как бог. Да, ну, а если там нет ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого, ну, как бы, то I'm sorry. Вот вчера у нас просто математика не сложилась. Ему досталась очень большая сумма. У него в целом была неплохая, но мне кажется, он просто на уровне других утонул. Вот, в принципе, хороший чувак, все нормально. Хороший чувак, вообще. Я вчера говорю, хороший чувак, Егор такой, я, знаете, ребят, и это Назар хороший чувак. Я это предсказывал. Я гадал кота еще. Я же Кристина ходит на свидание. Я говорю, ну, в общем, будет у нас очередной там Вася. Хороший парень Вася. Придет Кристина, скажет, блин, Вася такой хороший. Хороший такой Василий. Хороший португальский Василий. Да, Тиаго, Андре, Нуно. Да. Ну, в общем, да. Я когда слышу какие-то такие высказывания, вот как в истории, да, вот я представляю, что это мне говорят, и я такой, у меня прям возмущение. Ну, типа, хорошо, ладно, вопросов нет. Если тебе это важно, чтобы мы там куда-то вышли, я там как-то оденусь. Нет вопросов. Но мне тогда хочется, чтобы это было как-то, с твоей стороны тоже какой-то посыл был, может быть, не в такой же одежде, но в чем-то другом. Как-то хочется, чтобы это все уравновешено было. Вот сейчас будет очень приземленная категория, извини за это. Я знаю, что твои партнерши, они обычно моложе тебя. Часто значительно моложе тебя. На 10 плюс лет, скажем так. Не часто.
Не часто. Ну, последний просто какой-то количество. Это потому, что я старый. Раньше-то такого не было. Чувствуешь ли ты, что вот в этом смысле какая-то молодость — это какой-то вот камушек, знаешь, вот дополнительные очки в этом измерении, что ты кладешь на стол в отношениях? Ну, что типа я молодой, поэтому как бы там это твои какие-то партнеры молодые, красивые, поэтому им можно простить, например, отсутствие классной работы. Можно, потому что это технически невозможно. Знаешь, это было бы, мне кажется, неадекватно этого бы требовать и ждать. Ты можешь хотеть, можешь не хотеть, но ты все равно никогда этого не получишь. Ну вот чувак вчера получил, у меня... Нет, я совершенно спокойно к этому отношусь, совершенно спокойно. Но здесь, понимаешь, просто мне кажется, нужно, если уж мы совсем, как ты говоришь, так вот расцениваем человека, ну, как просто какую-то формулу, без эмоций сейчас попробуем рассуждать. Здесь, мне кажется, нужно стараться быть адекватным в своих внутренних требованиях и понимать. Ну, то есть, ты понимаешь, что если человек занимается каким-то бизнесом, то, скорее всего, и он, это вот его прям какой-то, не знаю, там, вещь, которая является для него самой важной в жизни, то, вероятно, он на какие-то другие вещи будет забивать. Я не говорю про внешность, там еще что-то, но у него номер один будешь не ты. Есть люди, которые с этим не согласны, как бы есть люди, которые с этим не согласны и пытаются его как-то перестроить. Но мне кажется, это борьба с ветряными мельницами, совершенно бесполезная. То есть, принимай как есть. Не нравится, ну все, извините, ищи другого. То есть, то же самое здесь. Если у тебя молодость какая-то такая, да, и если тебе это нравится, ну, извини, у всего есть побочка. То есть, я не знаю, что будет дальше. У меня нет сейчас какой-то опять еще раз фиксации на этой самой молодости. Он просто так складывалось в последние разы. Мне, наоборот, сейчас уже хочется к чему-то другому прийти. Но, естественно, я понимаю, что, знаешь, вот то, что ты сказал, да, есть какой-то такой внутренний вот эти вот весы, на одну чашу которых ты такой, если мы будем тут, знаешь, как-то встречаться с людьми посолиднее, так сказать, возрастом, то какие-то другие вещи у них в жизни должны уже быть прокачаны получше. Потому что... Ну, то есть, условно говоря, ты такой, вот я про это как раз говорю. То есть, если это 25-летняя бариста, например, то типа это окей. А если это 35-летняя бариста, то это уже как бы не окей. А если очень красивая? Допустим, условно говоря... Или интересная. Ну, но все равно, видишь? Ну, да, но в целом... То есть тогда это должна быть какая-то очень интересная бариста. Да, то есть да. Если 25-летняя бариста, то может быть неинтересно. А если 35-летняя, то будь добра. Будь добра уже, блин. Ну, слушай, ну, на самом деле, ну, правда, ребят, ну, жизнь вообще, мне кажется, так все и устроила. Может, я не прав, можете со мной поспорить в комментариях. У тебя уходит вот эта молодость, красота, но на ее место приходят какие-то, не знаю, глубина личности, какие-то, не знаю, там, начитанность, в конце концов, жизненные интересы, мудрость и прочие всякие вещи. Это просто нормальное течение. Если честно, наблюдая, вот я тоже подмечаю, иногда не говорю, вот если подметить немножко про твой дейтинг, то сейчас, мне кажется, ты пытаешься решить невозможную задачу, ну или то, что... Мне тоже. Самое страшное. Да, как бы не то, что невозможную, но в смысле, типа, прямо сложно достижимую. Это, с одной стороны, ты устал от молодых партнеров, которые, типа, там, значительно младше тебя. Тебе хочется кого-то, для кого тебе не придется быть папочкой. Какого-то равноценного, равноправного, интеллектуального человека. С другой стороны, тебе хочется, чтобы этот равноправный, интеллектуальный человек все равно выглядел как 20-летний человек. Ну, конечно, всем хочется рыбку сесть на велосипеде покататься. Но я понимаю, что это невозможно. Что бы ты сейчас выбрал, как бы, условно говоря, 20-летнее тело со всеми вытекающими, либо 40-летнее тело со всеми вытекающими? Ты про тело спрашиваешь? Ну, типа тело, вот, условно говоря, 20 лет. Ой, я сейчас на 2-м курсе университета, я начала первую стажировку. Я сейчас сам не пойму, что мне надо. Вот в этом смысле. Я как раз таки, как ты совершенно правильно сказала, я сейчас теряюсь в этом смысле, потому что у меня нет ощущения сейчас какой-то стабильности внутри. И это может играть определенную роль в выборе. Поэтому я сейчас этот выбор просто не делаю. Я понимаю. Ну, я как человек, который, видишь, начинает свайпать человеку 40+ с работой уже. Я могу тебя понять. То есть, у меня буквально, знаешь, сейчас какая ситуация? То есть, когда я месяц назад открывал Тиндер, сейчас я перестал этим заниматься. Я вот свайпаю, и вот я вижу вот кого-то, кто мне нравится. Я не могу сделать выбор. Вот я, короче, стопорюсь в этот момент, и я не знаю, что мне делать. Ты, конечно, Кристина, стебется, что я там уже детей крещу. И самое смешное, вот, типа, мне кажется, что это нормально, это угарно, но нормально крестить детей после того, как вы там, не знаю, у вас матч, и вы начали переписываться. Ладно, как бы это, ну, это все делают, немножко смешно. Егор начинает крестить детей еще до того, как он даже свайпнул человека.
Ну, потому что у меня уже, знаешь, большой опыт длительных отношений. Егору страшно. Я могу предсказать плюс-минус по каким-то, ну, не то, чтобы предсказать, но как бы есть какие-то очевидные вещи, которые, ну, знаешь, ну, если вот там вот внизу написано «Авен» или там «Астрологи», это проблема будет для меня. А то есть есть такие вещи там, которые такие серые зоны, знаешь, когда такие как бы 1-2 факта нормально, 3-4 выглядит уже подозрительно. Кстати, мы для нового подкаста англоязычного ищем как раз астрологи, форчун-теллеры, нумерологисты и вот это все, так что обращайтесь, пожалуйста. Забирайте их всех, пожалуйста, чтобы мне на пути они не встречались. Да. Но вот если очень красивый человек, можно простить ему астрологи? Очень зависит от того, насколько это большая ценность. То есть это будет мне, например, там как-то продвигаться. Знаешь, я тебе так скажу. Есть у нас один знакомый с тобой, Кристина. Угу. Недавно мы имели счастье с ним общаться. Мне кажется, вопрос возраста, то есть параллельно с каким-то таким молодым возрастом идет такая штука, которая у меня очень в свое время была. Это вот это желание с кем-то поспорить, посражаться, что-то повтулять свою точку зрения. Это с возрастом, может быть, не у всех, кстати, далеко. Но, по крайней мере, у меня это значительно прошло. Сейчас вообще у меня нет такой какой-то... Может, это к вопросу о реализации какой-то себя. В общем, короче говоря, я понял, что меня такие люди безумно раздражают. Это прям как красная тряпка что-то для меня началось. Не то, чтобы я с ними не вступаю в полемику, ни в коем случае. Но я отмечаю этого человека сразу, у меня внутри как на нем крест ставится. И вот если кто-то человеку нравится там своя вот эта вот астрология, там еще что-то, он сидит там, ею занимается, что-то там читает, мне никто это не втуляет, мне вообще тотали окей. Но если мне начнут рассказывать про то, что я не прав, тогда вообще без вариантов. Я раньше был такой, не хочу больше таким быть и не собираюсь. И вот когда я вижу теперь таких людей, вероятно, меня по старой памяти они начинают немножко это напрягать. Ой, да, мне очень бесит люди, которые начинают тебе рассказывать, как жить. Вообще. Пожалуйста, не рассказывайте мне, как жить. Лучше помогите материально. Егор, давай поговорим про бодипозитив. Давайте поговорим про бодипозитив. Я люблю такие разговоры. Диеты, спортзал, процедуры, принятие себя. Где граница? Здесь, на самом деле, с профессиональной точки зрения могу тебе сказать, граница очень простая. Если ты делаешь это для себя, это еще не значит, что ты делаешь это для себя. Это вот очень важный момент. То есть, если ты нравишься другим людям и при этом не нравишься себе, это совсем не норма. То есть, это не... Есть люди, которым... Знаешь, я очень часто слышу эту историю у себя в работе, когда люди говорят, я за бодипозитив 2 руками. То есть, когда девушка говорит, что ей нравятся какие-то, ну, скажем, неконвенционально идеальные, неконвенционально красивые какие-то тела, она при этом это может распространяться только на них. На нее это внутренне не распространяется. Вот им, например, можно какой-то иметь, ну, не знаю, там, лишний вес, например, а мне нет. У меня это некрасиво, а у них это красиво. И это довольно парадоксальная такая штука. Поэтому, что касается границы, наверное, граница заключается в том, что ты принимаешь себя. Возможно, это может не быть идеальной любовью прям себе, которой все очень мечтают. Это не всегда достижимо. Но у тебя нет желания лечь под нож, у тебя нет желания выключить свет, когда ты сексом занимаешься с партнером, например. Это, кстати, очень показательный фактор. У тебя нет желания загнуться в какую-нибудь позу и постоянно в ней находиться, чтобы, не дай бог, он не заметил, что у меня вот здесь вот жирок свисает. Это плохой знак. Очень такой, знаете, яркий. То есть, короче говоря, если ты не скрываешь какие-то вещи в одежде, например, если ты подчеркиваешь, но не скрываешь, потому что чаще всего люди скрывают, мало кто подчеркивает. Это тоже такая, знаете, демаркационная линия в этом смысле. Я не могу сказать, что то, что я сказал, что-либо из этого является 100% гарантированным симптомом. Нет, но когда это все соединяется, это все дает определенную картину. Так что вот я очень за бодипозитив вообще обеими руками. Главное только, чтобы вы в этом смысле были честны по отношению к себе. Если вы за бодипозитив, но это на вас не распространяется, то, скорее всего, у вас какая-то проблемка. Не знаю, мне кажется, что просто вот все говорят, типа, где грань между ленью и бодипозитивом? Мне кажется, что вообще это не должно существовать такой категории, вообще. Как лень не равно бодипозитив. Типа, мое дело. Хочу, как бы, ленюсь, условно говоря, да? Ну да. Ленюсь. Давай так, вообще лень – это какая-то вещь, которая возникает в тот момент, когда ты делаешь что-то, что не является желанным для тебя. Да. Ты делаешь работу. Поэтому есть у нас, мне кажется, такое убеждение, что, условно говоря, худое тело, здоровое тело, да, там большое тело, нездоровое тело, да? Ну да. А на самом деле зависимость такой, сейчас мне начнут, да, говорить, ну вот же это есть, если человек
очень худой, скорее всего, у него может быть больше проблем, чем у человека, который номинально нам кажется с повышенным весом. Поэтому я бы, мне кажется... Но я бы здесь на здоровье ориентировался. Да. Давай так, мне кажется, что если у тебя, неважно в каком ты весе, если у тебя проблемы со здоровьем, то это уже не бодипозитив. Но это твои уже, мне кажется. Какая разница? Вот, например, есть у тебя проблемы, там, не знаю, с кишечником, да, или с аллергией и так далее. Но ты вредишь себе в этом смысле, понимаешь, если ты не занимаешься этой проблемой. Ну да, вреди себе сам. Но я же тебе не говорю, что ты должен... Но это нельзя назвать позитивом. Мне кажется, это просто другая категория. Я же тебе не говорю о том, что, у тебя не настоящий позитив, потому что у тебя аллергия. У каждого есть свое здоровье. Нет, подожди, это другое, безусловно. Но аллергия не совсем та история. Хорошо, давай возьмем аллергию. Вот у тебя аллергия, и ты вообще нифига ей не занимаешься. Ты просто продолжаешь... твое дело. В целом, твое же здоровье, твоя жизнь. Да. Но я не назвал бы это бодипозитивом. Это скорее попустительство. И твое... Это твое личное попустительство. Тебе никто не имеет права на него ничего сказать на этот счет. Я тут полностью согласен, вообще никаких вопросов. Нюанс заключается как раз таки в том, что люди считают, что если вдруг это в какой-то степени не подходит вот под эту классификацию бодипозитив, то ты, сторонний человек, имеешь право этому человеку что-то сказать. Здесь я совершенно согласен. Засуньте, пожалуйста, все свои языки себе в одно место, и даже если человек занимается саморазрушением, это его личное дело, пусть занимается. Да, я про это. Мне кажется, что бодипозитив – это просто более широкая рамка красоты, которую мы принимаем. Да. И мне кажется, что бодипозитив – это про то, что ты отдаешь ответственность человеку за его внешний вид человеку, а не берешь ее на себя. Может ли люди с большим весом испытывать проблемы со здоровьем? Из-за большого веса в том числе? Да. Могут ли люди с пониженным весом испытывать проблемы со здоровьем? Из-за веса в том числе? Нефиг делать вообще. Да. Егор как здесь эксперт, специализируется на расстройстве пищевого поведения. Может ли человек испытывать с обычным весом проблемы со здоровьем? Да. Давайте это не те вещи, которые как-то сильно коррелируют. Безусловно, мы понимаем, что все предельные цифры, предельно маленькие цифры, предельно высокие, но это вопрос к врачам. Знаешь, что самое главное, конечно, в этом смысле? О чем люди забывают, которые сами себе не нравятся? Что мне кажется, что в мире столько людей, которым понравится твое тело, твоя внешность, твои вот эти все несовершенства, что если ты себе как-то будешь это чаще напоминать, то жизнь и мир будет казаться менее, темным, а более позитивным. Даже когда мне казалось, что я не очень, я все равно кому-то очень нравился. На самом деле даже смешно, потому что у меня был бойфренд, он немножко прихрамывал, он дико из-за этого переживал. Самое смешное, что я заметила, что он прихрамывает месяца через 3 после начала отношений. Это просто не существовало в твоем психологическом пространстве, так сказать. Он такой, я прихрамываю. И когда он сказал, что я прихрамываю, я такая, да, а чё, где раньше это было, да? А ты вчера упал, что ли, да? Да, того. Это было довольно смешно. В смысле, что настолько я этого не замечала. Или с теми же, например, растяжками, когда мне казалось, когда я из-за этого переживала в подростковом возрасте, мне казалось, что эти все видят. А потом я такая, говорю, как из своего брата, моя растяжка. Он говорит, а какие растяжки? Я говорю, вот это. Он говорит, а это? Я не обращала внимания никогда. Вот. То есть я имею в виду, что на любой товар найдется купец. 100%. Давай историю прочитаем. Я была замужем 2 раза. Первый муж в конце брака начал говорить, что я слишком толстая, поэтому он меня не хочет. Весила я тогда 74 при росте 172 и выглядела хорошо, все нормально, прекрасные параметры. Понятное дело, что не все в весе проблемы, просто у него была другая женщина. Я и так страдала РПП, а после таких заявлений ушла в булимию по спирали. Очень сочувствую вам. Второй супруг через пару лет брака сказал, что я недостаточно статусно выгляжу для него. Он сильно поднялся за время брака, развивал бизнес и стал зарабатывать больше меня. Сказал, что ему нужна женщина, которой он бы восхищался. Видимо, это была не я. Но тут я уже год как была в терапии и в ремиссии РПП. Получилось разозлиться вместо того, чтобы принимать те слова внутрь и пытаться соответствовать, что-то доказывать. Иногда по старой привычке я начинаю переживать, что у меня что-то не так с весом или, например, длиной волос, но потом улыбаюсь себе в зеркале и меня отпускает. Мне с этим телом жить до конца, а мужики могут меняться. Аплодисменты. Просто слово в слово вообще. Очень хорошая история, да. Сейчас еще один камень в огород мужиков. Честно сказать, Кристина обиженная феминистка, поэтому она феминистка, потому что она обиженная на мужиков. Был у меня чувак. Это ты где-то в Твиттере про себя вычитал? Типа того, да. Был у меня чувак, который до меня встречался исключительно только с моделями. И в смысле, я знаю, что я красивая баба. Но также я знаю, что не модель в конвенциональном смысле. Даже если я перестану есть сегодня навсегда, объем моих бедер, он никогда не будет. То есть это примерно половина меня. Я, если честно, я не то чтобы дико про это переживала, но это было, знаешь, как такая зудящая фигня, потому что он всегда говорил, она была такая не очень умная, но очень красивая. И никогда не говорил, что я красивая. И я, конечно, всегда думала... Что ты умная. Вот. Но я, конечно, всегда думала, что,
вот, наверное, поскольку я реально там отличаюсь от всех вот женщин, по крайней мере, которых там, не знаю, 5 видела, которых абсолютно одинаковые, да, и как бы у них соотношение роста и веса. То там, тебя попробовали по другим принципам. Да, 175, там, не 74 килограмма, там, у меня примерно такое же соотношение, как у героини в истории, а типа там 45. Я такая думаю, сука, вот точно в этом дело, точно в этом дело. Так, история имеет какой-то конец? Мы расстались. Но так и не стало понятно так все-таки. Так и не стало понятно, да, так и не стало понятно. Хочется завершения, Хочется завершения. Ну, просто понимаешь, поскольку это все-таки был какой-то, адекватный, вежливый человек, даже если бы я подошла к нему и спросила, тебе кажется, что я толстая, или тебе кажется, что я толще, чем это, то вряд ли бы он мне сказал и правильно бы сделал, даже если бы он так думал. Да, это, кстати, правильно. Вот. Ну, в смысле, это история неразрешимая. Но я вот это понимаю. Кстати, вот еще одна такая метка про любовь к себе. Когда вам кто-то говорит, что ему не нравится что-то там, или вы какая-то некрасивая, или у тебя там, не знаю, что-то длинное, короткое, толстое, худое, все остальное. Если ты уверен в том, что это все у тебя нормально, значит, с вами все хорошо. Ну, вот этому человеку не нравится. Ну и нафиг пусть идет. Мне нравится. Мне самое главное, все нормально. Я еще вспомнила, у меня столько комплексов, ребят, столько комплексов, да? Все сейчас расскажу вам. Не, на самом деле... Все три. Нет, все, что я могу перечислить, их все 3 за 20 минут, уже довольно хорошее начало. Я помню, что я еще другой бойфренд был, и когда мы с ним познакомились, мы не сразу стали встречаться, мы скорее там какое-то время общались до этого, и он говорил, что вот у него типаж, то есть это было абсолютно адекватно в контексте, да, это там миниатюрные брюнетки с длинными волосами, условно говоря. И у него все девушки до меня были миниатюрными брюнетками с длинными волосами. А я anything but миниатюрная брюнетка с длинными волосами. И я потом, не то что я дико переживала, но у меня все равно было в голове, типа, блин... Что я тут делаю? Что я тут делаю? В этой выборке. Да, что, типа, я тут делаю? Вообще, что я здесь делаю? Потому что я не могла даже ему сказать, а ты тоже миниатюрная брюнетка? Нет, потому что он выглядел, как все остальные, копия в копию. Вот, не знаю. У меня была немножко другая ситуация, но похожая в этом смысле. Я, по-моему, про нее рассказывал, что вот, кстати, с этими же самыми акне. Это был очень мой тип такой. И из-за того, что мой тип, то, здесь как бы, когда я что-то говорил, что мне так нравится, что так красиво, что это все, то мне говорили, конечно, ты на самом деле это не поэтому говоришь, это просто потому, что я твоего типа. И я такой, блядь. Но там была большая нелюбовь к себе, и поэтому мне никто не верил. Мне говорили, да, это потому, что я просто в твоем вкусе. Это типа того, что ты такой вот, знаешь ли, это любитель. Такой вопрос. Ты чувствуешь себя как-то безопаснее, комфортнее, когда ты в типаже человека, или, наоборот, не в типаже человека? Блин, никогда об этом не задумывался. Наверное, в типаже, мне кажется, было бы комфортнее. Типа, вот ты знаешь, например... Да, я думаю, вот что да. Как бы твой опять же, знаешь, какой интересный вопрос? Знаешь, вот если это типаж не тот, который, типа, это мой тип, и я постоянно перебираю. Да. Вот этот человек постоянно перебирает. И тогда ты такой, сегодня там кто-то, завтра я. А если это, почему нет? Я думаю, что окей, вполне. Почему мы должны вообще, в принципе, обдумывать вкусы другого человека? Это как бы его проблемы. Но я все равно об этом думаю. И я понимаю, что вот у меня есть, например, некоторые бойфренды... Извини, знаешь, что мне кажется здесь критически важно? Это то, что чтобы у тебя было чувство, что тебя любят, ощущение. Остальное уже не имеет значения. Потому что в типаже, не в типаже, вот эти сомнения, это когда ты сомневаешься в себе и сомневаешься в нем, в ней, вот в этих отношениях. Вот тогда начинаются мытарства. А если ты уверен, что тебя любят, даже если ты совершенно не в типаже вообще и полностью, как сказать, белая ворона, отличаешься от всех ее предыдущих отношений, а может быть, в этом-то и фишка. Может быть, именно поэтому в этом твоя изюминка. Главное, чтобы ты чувствовал. Хорошие слова говоришь, Егор, хорошие слова. Вот еще одна замечательная история про принятие себя. Как-то мой первый молодой человек сказал самую странную вещь, которую я когда-либо слышала в свой адрес. Ты набрала вес, у тебя даже вокруг лица жирный обод. Жирный обод! Я вместо того, чтобы обидеться, засмеялась в голос и не смогла остановиться, а потом рассказала это друзьям. Вот где был мой главный просчет. Потому что прошло уже 5 лет, тот молодой человек давно уже не мой, а этот комплимент до сих пор самое расхожее воспоминание в наших разговорах. Спасибо, что поделились, даже теперь тоже. Жирный обод. Можно было такую сморозить. Жирный обод. И знаешь, еще очень интересно смотреть на внешность партнеров с перерывом в какое-то количество времени, там несколько лет. Например, у меня был молодой И думать, господи, как же я могла, да? Это тоже. Такое тоже бывало. Бывало. Нет, просто я помню, что вот у меня, например, был партнер, то есть я прям запомнила интересно. Очень много родинок и очень кривой член. А потом, спустя несколько лет, я снова встретилась с членом. Его? Да.
Тем же самым. И я Выпрямился? Я реально сначала подумала, что он сделал операцию на выпрямление, а потом я поняла, что там есть какой-то изгиб. На мой молодой мозг, который видел мало членов, показалось, что все, что отличается от идеальной, как тебе сказать, такой... Конвенциональной идеальности? Да, просто я уже как бы достаточно какое-то количество увидела между разного всего. Большого, маленького. И он мне показался вообще абсолютно обычным нормальным членом. И родинки даже перестала замечать. Это к тому, что если бы я описала бы внешность этого человека там 5 лет назад и сейчас, это было просто очень два разных описания. И вот интересно, как только тоже взгляд меняется. Вот да, вот да. Слушай, очень интересная штука. Я хочу тебе сказать, что пока что, да так как складывалось, извините, мне самой как-то немножко неудобно за это, но пока что у меня все как-то хуже в голове. То есть я смотрю и думаю, да, раньше было лучше. После наших гигиенических процедур, Кристин, очень хочется, чтобы ты прочитала вот эту историю, просто заинтриговала. В начале отношений я указала на факт волосатости его подмышек. Не прям с отвращением, но да, с посланием, что вообще надо бы брить. Сейчас понимаю, что это было неправильно. Ни мое тело, ни мое дело. Какая хорошая. Хотя он начал брить и привык, сам сейчас так предпочитает. А вот в обратную сторону было много говна. Нормально, все правильно сделала подруга. Меня досбривать оставшиеся волоски на лобке отправляли чуть ли не во время секса, а подруги высказывали: «Хочешь секса, бреешь ноги». Ну, камон. Ну, это что-то как-то жестко. Ну, мне кажется, что... Ну, тем более во время секса, извини, конечно, но если у вас, молодой человек, такие проблемы вот с этими вещами, может, у вас как бы с эрекцией проблемы, а не с... Ой, да, все вот эти вот истории, блин, извини, презерватив, не могу, вот это все. Пойти добрейся, да, не знаю. Да. Ой, я когда очень хочу, мне даже, знаешь, я замечу, но это никак не повлияет на процесс. Да. И я считаю, что можно это как-то комментировать, в смысле, там, например, растительность на теле, только в одном случае. Если это как-то физиологически мешает, например, мужчины, вот это вот я терпеть не могу, иногда бреет грудь, и она становится адово-колючей. И потом я вся в каких-то этих, знаешь, раздражениях. И тогда я могу сказать: блин, чувак, обычно это просто, можешь, пожалуйста, ничего не делать нигде, потому что otherwise это наждачная бумага. Особенно я люблю, Егор знает, люблю таких волосатых южных мужчин. Я не очень люблю много-много растительности, ну, то есть я спокойно к этому отношусь, но они очень любят эту всю растительность сбривать и становятся как реально шершавые ладошки, только все тело. Просто страх нашей предыдущей героини. Ужас. Здесь понятен вопрос. Это просто, раздражение – это больно. Поэтому пользуйтесь хорошими острыми бритвами, и тогда будет вам счастье. Корейскими. Корейскими. И у вас не будет раздражения, как выясняется. А давай закончим на очень хорошей, милой истории, Егор. Я принесла историю про своего мужа и внешность, пишет нам наша дорогая слушательница. У него с детства довольно большое родимое пятно лилового цвета на лице, прямо на пол щеки. Конечно же, в детстве его дразнили за это очень зло дети в школе, и в целом уверенности не добавляло. Я никогда не встречала раньше людей с такой особенностью кожи. Оказалось, что на родимом пятне она очень нежная и мягкая. Поэтому я провозгласила эти полщеки местом для поцелуев. Теперь мой муж считает, что щека просто ждала свою любовь. О, как миленько. Блин, хочется, чтобы мы были чьим-то родимым пятном. Да, в завершении тогда так кратко скажу. Вот про родимое пятно и все остальное. Есть такая замечательная пословица у дизайнеров. Все наши дефекты считайте за эффекты. Да. Так что, знаете, кому-то кривой, а кому-то очень даже в нужные места достающий. Блин, на самом деле там все было хорошо, если честно. Я много лет практически намекала остальным своим партнерам, что хорошо его подломать немножечко. Давайте член сломаем. Но, блин, если честно, сейчас такая интимная подробность, но вот когда мне казался, что он кривой, я запомнила, что вот он кривой, и он как-то достает прямо до глубин души. А потом, вот когда у нас произошел некоторый реюнион, и член стал каким-то образом ровным или полуровным, он уже не доставал. С членом ничего не случалось точно. Очень странно. Очень странно. Мы, ребята, за разнообразие, за diversity, за разного вида членов, волос, их отсутствий, мест для поцелуев, пятен и разных всяких странностей и необычностей. Главное, чтобы вам нравилось, главное, чтобы вас любили. Целуем вас. Пока-пока. Мур-мур-мур. Так, ну что, я проснулся утром. И все отлично. Никакого раздражения нет. А это надо сказать, что мы еще для эксперимента, если вы помните, часть моей головы брили без геля, без пены. Так что Дорка Pace 6 просто красавчики. Я прям доволен.